Приветствую всех любителей вязания! Вы на канале Вязание для всех. Сегодня я хочу представить вам очень интересный, необычный узор ажурная резинка из кос. Эффектное сочетание ажура и косичек. Узор эластичный, хорошо тянется, а также имеет зубчатый край, что делает его еще более привлекательным, на мой взгляд. Вот так выглядит изнаночная сторона. Этот узор можно применить для вязания планок, резинок в изделиях. Попробую приложить на руку. По-моему, это будет смотреться очень эффектно. А также использовать этот узор как самостоятельный. Чтобы увидеть текстовое описание узора, включайте субтитры в настройках видео. Также все схемы узоров вы можете найти на моем Яндекс.Дзен канале, а также на странице в Instagram. Ссылки в описании под видео. Итак, давайте приступим к вязанию. Раппорт узора состоит из 7 петель и 4 рядов. Для вязания узора поворотными рядами наберите количество петель кратное 7, плюс 4 петли для симметрии и 2 кромочные. Я набрала 20 петель. Итак, вяжем первый ряд. Кромочную снимаем, 4 лицевых, накид, 2 петли снимаем, не провязывая, как при лицевом вязании. То есть захватываем их за переднюю стенку слева направо. 1 лицевая и набрасываем 2 снятых петли на провязанную. Накид. Мы провязали первый раппорт узора. Вяжем второй. 4 лицевых, накид, 2 петли снимаем, не провязывая, как при лицевом вязании, 1 лицевая и набрасываем 2 снятые петли на провязанную. Накид. Провязали второй раппорт и 4 лицевых для симметрии. Кромочная. Провязали первый ряд, вяжем второй, кромочную снимаем и вяжем все петли изнаночными до конца ряда. Провязали второй ряд. Далее вяжем третий. В третьем ряду у нас будут перекрещивания косичек. Кромочную сняли и снимаем 2 петли, не провязывая, нить за работой. Провязываем 2 лицевых. Меняем петли местами, подхватываем снятые петли левой спицей, выводим правую и подхватываем 2 последующие петли, 2 лицевых. Далее делаем накид, снимаем 2 петли, 1 провязываем и накидываем 2 снятые петли
на провязанную. Накид. Далее накид придерживаем, вновь делаем перекрещивание в косе, 2 петли снимаем, нить за работой, 2 провязываем лицевыми. Далее подхватываем левой спицей снятые петли и меняем их местами. 2 лицевых. Делаем накид, снимаем 2 петли, 1 лицевая и набрасываем снятые петли поверх лицевой. Накид и вновь перекрещивание, 2 петли снимаем, 2 провязываем лицевыми, подхватываем левой спицей снятые петли, меняем местами и провязываем 2 лицевых, кромочные. Провязали 3-й ряд. Вяжем 4-й, кромочную снимаем и вяжем все петли изнаночными до конца ряда. Провязали 4-й ряд. Далее продолжаем вязать, повторяя с 1 по 4 ряд раппорта. Ну вот уже видно, что уголочки появились. Для того, чтобы связать данный узор по кругу, наберите количество петель кратное 7. 1 и 3 ряд вяжите по схеме петли между звездочек. 2 и 4 ряд вяжите лицевыми петлями. И также повторяйте с 1 по 4 ряд. Если вам понравился этот узор и был полезен мой мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вы еще не подписаны, впереди много интересных узоров и мастер-классов. Спасибо за внимание, до новых встреч, пока-пока.